Здравы будьте, други! С вами программа «Древо жизни» и я, ее ведущая Велислава. Сегодня у меня в гостях генеральный директор ООО ТПК «Кавита», а также руководитель научного центра «Кавита» Ксения Володина. Ксения была у нас уже в программе. И сегодня, дорогие друзья, мы будем вас знакомить с гуминовыми кислотами. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Давайте так вот прямо и начнем знакомить наших телезрителей с гуминовой кислотой. В прошлой программе мы много чего задели, каких тем, и гуминовые кислоты, да, и бетулин, и осина, и всего-всего-всего-всего. И вот сегодня хотелось бы посвятить программу тому, чтобы раскрыть суть. Да, суть, из чего все делается. А это не только бетулин, но и гуминовая кислота. Что это вообще такое? Что это за кислота такая? Надо сказать, что гуминовая кислота – это самый старый класс веществ. И с появлением жизни появилась гуминовая кислота. И надо сказать, что на Земле невозможна жизнь без смерти, это два составляющих одного. И вот как раз природа гуминовая кислота, она создана для как раз буферизации органических останков. И в результате вот именно такого сложного процесса рождается вот такая уникальная, чудесная гуминовая кислота, которая нам необходима в жизни. Никак иначе в природе создать и получить ее невозможно. А вот чем только она так нам необходима? Только таким способом. Гуминовая кислота такая большая молекула, которая состоит из такого достаточно сложного состава. И прежде всего она, конечно, привязана и к исходному сырью, это торф. Она не только из торфа добывается, конечно, она возможно добывать из углей, из сапропелей, из донных остатков, но в том числе основная ее масса, она, конечно, находится в торфах. И вот чем чище исходное сырье, чем чище исходный источник, тем качественнее и по содержанию, и по количеству, конечно, гуминовая кислота. Мы, как я уже говорила в прошлой передаче, на таком чудесном месте, как Дедово поле в Вологодской области, поставили производство, и вот оттуда добываем, соответственно, низинные торфа, из которых мы добываем. На нашей родной земельке. На нашей родной земельке, действительно. Действительно нашли такое совсем скрытое, такое красивое северо-западное плато, и там находится действительно такое нетронутая природа. И вот там мы нашли самое, по качеству, мы нашли самое лучшее. На тот момент, 3 года назад мы открывали производство. Поэтому нам нравится исходное сырье, и, конечно, нравится то, что происходит в результате обработки кавитационным способом, о котором я тогда рассказывала немного в прошлой передаче. Поэтому то, что в результате получаются такие наукоемкие, я бы сказала, достаточно продукты, аналогов которых в мире нет. И вот сегодня, я думаю, что мы как раз более подробно расскажем телезрителям о тех продуктах, которых мы немножко анонсировали в прошлой передаче. Ксения, прежде чем мы перейдем к самим препаратам, давай, наверное, коснемся здоровья и как гуминовая кислота действует на здоровье человека. И, в частности, какие клетки, может быть, омолаживаются, я не знаю, что-то с ними происходит. Я не профессионал, ты профессионал. Как она влияет на кровь, как она влияет на иммунную систему, еще что-то. Расскажи, пожалуйста, как гуминовая кислота влияет? Прежде всего, наверное, в 2 словах надо немножечко опять же рассказать, что мы испытываем, конечно, нехватку, прежде всего, гуминовых веществ в результате того, что мы находимся в неблагоприятной обстановке, это загрязнение воздуха, загрязнение воды, нехваток микроэлементов изначально в овощах, фруктах, которые мы употребляем. И мы тоже в прошлый раз немножко анонсировали как раз по этому поводу. Все это приводит к тому, что у нас, конечно, вызывает дефицит гуминовых веществ. И надо сказать, что мы как раз были озадачены этой проблемой, и мы создали как раз такой биоконцентрат на основе гуминовых веществ, который добывается и создается без использования химических реагентов прежде всего. Действительно, 100% зеленая технология. Мы используем ультразвуковые кавитационные технологии, то есть обрабатываем под высоким статическим ультразвуковым давлением изначально само сырье, и в результате получается этот уникальный продукт сам по себе, без действительно химических реагентов. И это действительно 100% зеленая технология, которой мы вправе гордиться.
И употребляя его, можно не бояться, что в организме будут накапливаться какие-то канцерогенные вещества, которые вот накапливаются, когда мы употребляем какие-нибудь продукты, при использовании которых применялись химические какие-то составляющие. Так вот, доказано уже неоднократно, очень много изучается со стороны медицины, научными центрами, различными институтами гуминовые вещества. Так вот, считается, допустим, воздействие на кровь. Да, считается, что в присутствии гуминовой кислоты эритроциты, они доставляют больше процент кислорода тканям. Да? Они, прежде всего, это у нас обогащение кислородом больше присутствует. Они снимают так называемые стрессы в организме. То есть они снимают стрессы настолько, что человек становится просто, действительно просто применение весьма адекватным. Это очень резко на самом деле заметно. Это вот, может быть, ну, скажем так, со стороны смотрится, ну, не верить, может быть, да, человеку, но на самом деле это именно так. То есть оно действует... вот такие вот, допустим, концентрат, который употребляется вовнутрь, пьется, да, это еще и хороший антистрессовый препарат. Антистрессовый, адаптоген прежде всего, абсолютно. Да? То есть он настолько положительно влияет на все системы в организме. То есть вот если брать, допустим, поднимает иммунологический статус организма, иммунную систему, да, влияет на, скажем так, различные присутствия вирусов, бактерий, грибов в организме, в крови прежде всего. То есть они действуют каким образом? Под микроскопом очень хорошо видно. То есть если, допустим, встречается по пути какой-то антиген, то гуминовые кислоты, они как бы обнимают саму, допустим, патогенную микрофлору, такую шубку прежде всего, и потом происходит утилизация естественным образом, и оно не накапливается нигде в организме. Вот это, надо сказать, вот тоже очень хорошее отличие, что не накапливается, не имеет свойства накапливаться, в отличие от тех же самых токсических веществ, которые иногда попадают в организм человека. И надо сказать, что очень хорошо влияет на печень, на функции печени. Да. Очень хорошо, то есть он действительно оздоравливает, и на печеночные ферменты уровень повышает, и является такой вот, как бы такой вот, я бы сказала, наверное, мембраной, которая защищает, опять же, нас, вот опять же, от патогенной микрофлоры, всяких различных грибов, вирусов. Можно сказать, что такой препарат, это уже даже и антивирусный. Абсолютно. Он обладает яркой антивирусной активностью, это однозначно. Потом что еще? Ну, если говорить опять же... вот на кровь, давай. Вот как бы мы и говорили, он вот прежде про кровь всего... это кислородонасыщение крови. Безусловно. То есть, если есть присутствие большего процентного содержания кислорода в крови, то, конечно, здесь и понятно, что в кислородной среде не множатся грибы, вирусы и всякая патогенная микрофлора, поэтому отсюда есть здоровье человека. То есть мы такой биоответ являем. А противовоспалительным эффектом? И противовоспалительным. В результате этого как раз и формируется такой противовоспалительный эффект. Надо сказать, что мы его изучали, он отличный сорбент, то есть сорбент, который на сегодняшний день по своим качествам, по скорости проникновения, по скорости работы комплексного гуминовых и фолиевых веществ, аналогов, которого, опять же, в мире нет, опять за счет своей вот мелкодисперсности, за то, что, опять же, была применена вот в результате та технология, о которой мы говорили. Так вот, если он такой, скажем так, отличительной чертой является от всех интерсорбентов, которые сейчас присутствуют на рынке, тем, что вот этот сорбент, он не накапливается в ЖКТ, а он просто-напросто, скажем так, проходит по всему ЖКТ, обволакивая, то есть формируется такая пленочка, благодаря которой уменьшается проникновение, опять же, вот этих вирусов и различных бактерий, и отсюда, скажем, высокий эффект воздействия его, да, то есть он не накапливается, он не лежит в ЖКТ, вот, допустим, в отличие от глин или там, активированного угля, который применяется ранее. Вот. И он таким образом попадает, опять же, проникает в, скажем так, стеночки, и если есть какие-то вдруг язвочки, образования, да, или какие-то там, скажем, ворсиночки, которые пострадали в кишечнике, то есть такое тоже наблюдается, то он их как бы латает, он их лизирует таким образом, и проникая внутрь, как бы формирует, скажем так, ту область, на которой требовалось воздействие, да, то есть он, вот опять же, вот настолько уникальный комплекс, вот, ну, действительно, гуминовых и фолиевых кислот. Фолиевая кислота, которая идет в комплексе с гуминовой кислотой, о ней тоже можно говорить отдельно,
отдельно, иногда даже ее экстрадируют отдельно, она очень дорого стоит на рынке, действительно так. Так вот, пульвокислота в комплексе является таким транспортом, то есть она позволяет оперативно гуминовых веществ, он таким донором является прежде всего в гуминовом веществе для той или иного органа, и для той или иной среды, и он позволяет оперативно проникновать туда, куда необходимо. То есть вообще в принципе считается, что гуминовые кислоты, они как бы визуализируют проблемы в организме, даже те, которых мы еще не знаем. Представляете, какие чудеса? То есть они сами находят, сами указывают вам вот на том, что там вот есть проблема, над которой стоит поработать. И он обладает очень таким серьезным противоопухолевым действительно эффектом, не позволяет развиваться, опять же, вот патогенной микрофлоре, как я уже говорила. Да? То есть и в результате этого, конечно, мы чувствуем такой биоответ в организме, и за счет этого поднимается иммунный статус организма. Вообще всем нам вот этот биоконцентрат, о котором вот мы сегодня говорим, конечно, употреблять нужно всегда и профилактически, особенно когда сейчас начинается смена сезона, вот всякие изменения климата, поэтому, конечно, профилактически я рекомендую его просто применять всем. Ксения, давай тогда поподробнее уже и остановимся на этом препарате, на биоконцентрате, и расскажем нашим телезрителям, может быть, какие-то истории. Я расскажу из своей жизни, потому что я 2 раза даже употребляла его, да, 2 раза нам дарили, да, такие, и 2 раза мы с мужем пили. Что я могу сказать? В прошлой программе я уже сказала, да, что это бодрость, и цветочки у меня зазеленели, когда там оставалось чуть-чуть. Вот, допустим, у меня есть такая проблема. У меня есть песок и такие вот начала уже почти камни уже в почках. Да. Вот этот препарат может мне помочь? Может. Он как раз способствует прежде всего рассасыванию. У нас тоже есть действительно группа клиентов, которые весьма успешно справились с таким заболеванием и весьма, скажем так, с устойчивым эффектом, то есть не требуется, нет такого, что ты перестал принимать препараты, допустим, началось формирование заново. То есть у него очень такой устойчивый эффект действительно. То есть я как и говорила, то есть она обнаруживает проблему там, где мы даже еще не знаем, на том уровне, на котором мы еще даже не знаем о том, что у нас уже там имеются какие-то зачатки какого-то проблемы, а мы еще об этом не знаем. Вот он дает о себе знать. У нас есть клиенты, которые, допустим, пропивают этот препарат и вспоминают, что 20 лет назад у них был какой-то перелом, допустим, руки, ноги, и в этот момент, когда они принимают, буквально 2-3 дня, может быть какая-то пульсирующая боль такая, как напоминание, но потом она уже проходит, и просто люди об этом просто не вспоминают вообще. Вот то, что я сегодня рассказывала по поводу ЖКТ, есть такое заболевание, специфический язвенный колит. Так вот, я скажу, что у нас очень хорошие, действительно устойчивые есть результаты по поводу ЖКТ, как раз вот в результате того действия, о котором я сегодня рассказала. Буквально 2 недели, месяц, и люди просто действительно забывают. Это очень серьезное заболевание. Мы сейчас тоже проводим исследования, но именно на эту группу больных, да, то есть и результаты очень хорошие, устойчивые. Вообще я не перестаю вот радоваться, и вот действительно, что такой продукт появился. Удивляться сама, что создали. И на самом деле, ну знаете как, ведь жизнь проходит, самое важное, что в этой жизни время в жизни есть, это время, да? И когда ты так много внимания уделяешь в своей жизни в результате того, чтобы этот продукт появился, то, конечно, когда ты видишь уже эффект, то ты понимаешь, что твои усилия были не зря. Поэтому вот не перестаем радоваться. Как его еще можно принимать? Можно ли, там, допустим, в ванной с ним принимать, или же его только вовнутрь? Нет, ну, безусловно, есть потрясающий, скажем так, эффект на применение на кожу, наружно. Мы тоже когда заметили. Там такая жижа. Да, там такая жижа. И мы, да, абсолютно. Но надо сказать, что это уже, знаете, это уже даже, наверное, внешне только похоже как грязь, потому что это уже, в принципе, продукт, который обладает новыми абсолютно свойствами, которые как раз и открываются вот в результате воздействия этой технологии. Это то, что лежало раньше в земле, в закрытой капсуле, вот если говорить абсолютно просто, да простят меня профессионалы. Да, то есть, мы сейчас для наших зрителей то есть, мы должны представить, что вот оно лежит в земле, то есть природа все давно продумано.
Вот оно лежит достаточно глубоко в земле, вот в этой капсуле. И вот мы в результате, опять же, этой технологии смогли раскрыть эту капсулу, и вот эти биологически активные вещества сделать доступными для применения внутрь, наружу. И когда мы стали изучать, то стало понятно, что для употребления внутрь мы его там диспергируем на одних частотах, а для наружного применения мы его там даем другие частоты, диспергируем на других частотах. Ну, потому что там не требуется такого, может быть, вот качеством и количеством. И вот в результате у нас вот родилась такая масочка, ковита-маска на основе... Да, мы в прошлый раз, по-моему, про нее даже и не рассказали. Да, но там мы как-то вот и не успели, да, на основе как раз гуминовых кислот. Да, вот, да, молодцы. Маску. Да. Я могу сказать, что эффект интересный очень, потому что обычно, если ты носишь маску на лицо, там вот как-то в области декольте, ну, как-то что-то происходит, может, как-то тебе там стягивает лицо или что-то еще, или там пощипывание, покалывание. А здесь такой интересный эффект, ну, вот сначала ты наносишь ее, она такая тоже, такая красивая становишься почти. Вот. Проходит какое-то время, эффект не стягивания, но такое ощущение, как будто из тебя что-то высасывают. Вот это вот как вот, ну, вот у меня было. Да, вот это вот когда высасываешь. Потом смываешь ее, ничего там такого сложного нету, достаточно там на лице тампончиком как-то размягчить и снять. Дальше ты можешь в душ просто залезть и все это дело смыть радостно. Такой здоровый цвет. Покраснение такое слегка появляется. Покраснения у меня не было, у меня такой легкий румянец был, и все, у меня как-то вот покраснения не было. Да, и потом ты там наносишь какие-то крема, и замечательно. То есть я скажу, я один раз пробовала, просто времени не было, один раз. Мне было просто интересно. У нас есть люди, наши тоже девушки, которые... У нас не только, кстати, девушки вот пользуются, мужчины, у нас и мужчины. Да? И вы знаете, я скажу, что вот удивительно, но мужчины иногда с собой следят больше, чем женщины. И особенно врачи у нас очень любят. Да. У нас есть такие врачи, которые очень любят на себе самом, естественно, показывать действие препаратов. И вот надо дать им должное, они в этом плане молодцы. Помогает вам хорошо. Да. Так вот, как раз-то после применения этой масочки... Действительно, он такой обладает очень лифтинговым эффектом, он наносится на область шеи, на область декольте. И я скажу, что если есть, знаете, такие вот иногда покраснения внутри кожи, когда ты вот они такие дискомфортные, и, допустим, требуется большое количество времени на созревание для того, чтобы от этой проблемы каким-то образом уйти. Так вот, эта масочка, она способствует тому, что после нанесения, там достаточно буквально 2-3 часов, и вот это покраснение, оно очень так формируется очень быстро и исчезает через какое-то время, тоже там в течение суток-двое, ты просто забываешь об этой проблеме, о том, что у тебя были какие-то дискомфортные ощущения вообще, в принципе, да. И я скажу, что вот этот механизм как раз-то вот сорбирования, да, и вот извлечения наружу, он позволяет справляться с весьма с такими серьезными, скажем так, заболеваниями. У нас иногда, там, опять же, благодаря действию этого механизма, там, наружу удавалось, допустим, вытащить в каких-то тяжелых случаях очень такие некомфортные, очень, скажу, серьезные заболевания, там, фурункулы какие-то образования, которые не требовали после вскрытия там, операционного какого-то участия, а достаточно было просто нанести масочку, и ее, соответственно, после этого естественным путем они просто вылезали наружу, и просто люди про это забывали. То есть это вот для тех, у кого проблемная кожа, это, конечно, просто спасение. Я иногда вот смотрю на людей, там, на незнакомых, у которых есть такие проблемы, мне прям так и хочется сказать о том, что ну вот есть уже в этой жизни способ, потому что вы сейчас часто употребляли такую фразу, как сорбент. Значит, противоаллергическая реакция, да, есть. То есть люди, у которых аллергия на какие-то, ну, там, препараты, на любые маски, на любые крема, отдушки, неважно, вот этот препарат им поможет. Ну, я скажу, что мы опять же проводили исследования, то есть у нас есть уже на руках какие-то заключения, есть, скажем, исследования, которые вот сейчас в процессе мы только получаем. Так вот, как раз-то на аллергию тоже есть не только нами знания о том, что действительно полученное, действительно о том, что ведь аллергию что-то вызывает, есть какой-то механизм, который вызывает. Да. И чаще всего это так называемая сенная палочка, которая вызывает аллергию. Вот гуминовые кислоты способны бороться вот с этой проблемой, с этой задачей тоже. Ну, конечно, здесь надо это делать под руководством врачей. У нас тоже есть свои врачи, которые исследуют и которые дают рекомендации, как это применять. И уже, конечно, когда мы работаем с своими пациентами, мы, конечно, их встречаем и направляем уже непосредственно к врачам, которые знают, как работать с гуминовыми кислотами и как их лучше применять. Вот был разработан вот такой это концентрат для принятия ванн.
ванн. Да, то есть всем известно такой эффект грязевых ванн, лечение грязевыми ваннами. Да. Ну, как опять же показывает чаще всего практика, для этого нужно собраться силами, выехать куда-то, чаще всего там какие-то курорты, санатории, здравницы, которые могут предложить подобные услуги. Ну, вот мы решили пойти по более простому пути и предложить. Сколько ж нужно этого концентрата на ванну, чтобы вот это... Как раз-то вот эта доза 750 миллилитров. Вот это, да, на целую ванну. На целую ванну, 150-200 и это будет эффект литров. Грязевой ванны, да? Но опять же, это вот, я вот очень хочу, чтобы нас зрители услышали и, наконец, оценили, что это уже новый продукт. Это вот даже эффект грязевых ванн, он известен, а это новый продукт. Вот благодаря своей мелкодисперсности, благодаря тому, что он каким образом методом, скажем так, обработан, это что вот мы выделили все эти биологически активные вещества. Это уже новый продукт, который исходным опять источником которого опять же является торф. То есть это, они похожи внешне, безусловно, но это целый комплекс ранее, скажем, недоступный. Ну это такой концентрат, скажем. Абсолютно верно, концентрат для принятия ванн. По соотношению к тому, что все равно, чтобы вы легли вот в целую эту грязевую ванну, вот то же самое здесь можно. Кожа — выделительный орган. Я продолжу немножко, буквально 2 минутки. Да? Самый большой выделительный орган. Кожа, и как раз-то вот об этом детоксе, о котором мы сегодня с вами говорили, сорбент, детокс, это вот как раз-то, представляете, как он действует на поверхности всей кожи. То есть вы погружаетесь в эту ванну перед сном, да, и вы понимаете, что у вас, во-первых, очень хороший эффект оказывается там, для поверхности кожи, проникновение, кислородное дыхание. То есть вы решаете сразу очень большой комплекс задач, погружаясь в эту ванну. А если вдруг, не дай бог, там какие-либо, скажем так, есть выступления на коже, есть какие-то раны кожи, то они очень хорошо лизируются, быстро заживляются, да, очень быстрым таким эффектом обладают. Поэтому вот просто теплая ванна, принятие на ночь вот этих ванн, вы знаете, что у нас еще очень такое из практики замечено, что если дамы или там, мужчины более полного, скажем так, комплекции, то они так релакс действуют, а если такого станичного худенького, то таким очень возбуждающим таким действием. Мы, как истинные русские красавицы, можем погрузиться перед сном и будем сладко-присладко спать, а худышки пусть они там нет, они, знаете, они делают с утра. Они это просто делают с утра. Они делают с утра, и они весь день настолько активный образ жизни ведут. Мы взбодримся другими вещами. Ну, это одно из, это одно из. При этом они употребляют биоконцентрат, конечно, внутрь, поэтому это одно из. Ксения, скажи, вот что больше бодрит? Вот именно если вот смотреть с точки зрения человека, постоянно встает уставший с утра, он приобретает, допустим, бетулин и приобретает биоконцентрат. И ему нужно быстренько, взбодриться. Биоконцентрат больше бодрит. Нет, дело в том, что биоконцентрат, почему мы сегодня так много о нем говорим, это, конечно, базовый такой продукт для вот как раз очищения организма. Всего, да? Конечно, прежде всего. То есть мы сначала должны себя почистить, вот это вот квелость некая. И вот это вот чистка тоже. Конечно. То есть мы же говорим об этом, о том, что он сорбент, и о том, что он потрясающе справляется с рядом задач, с визуализацией того, чего, то есть у нас гуминовые кислоты, они ведь визуализируют то, чего мы еще не знаем, да, то есть мы об этом как раз сегодня говорили, то есть что такое визуализируют? Они обнаруживают проблему там, где она есть. И вот эту квелость иногда, вот это вот какое-то чувство дискомфорта, что-то в организме вызывает, ведь ничего не бывает просто так. Вот биоконцентрат, он способен обнаружить это, решить эту проблему, и действительно вам, естественно... А потом уже закрепить. А потом уже, конечно, вот этим биоэкстрактом из коры березы, это тот бетулин, которым, конечно, мы гордимся. Ну, потом осинкой полирнуть. Абсолютно верно, да. Видите, вы уже специалистом стали в этой области. Горжусь. Так, вот такая вот замечательная штукенция, тоже в прошлый раз мы про нее не поговорили. Как называется? Называется камби, кавита камби мы ее назвали. Камби. Камби. Камби это достаточно известная, скажем... Это что за препарат такой? Вот на основе чего? На основе камби сосны. Камби сосны. То есть это то, что формируется под корой. То есть его иначе под корой сосны, иначе его называют луб. Вот в этом лубе находится очень много биологически активных веществ, и мы смогли их изъять, если можно так сказать, из луба.
и, соответственно, из камбия, говорить, вот новенькое что-то, вот я про это даже не слышала, не знала. Вот, это такое обезболивающее средство, и оно было, конечно, да, оно было прежде всего рассчитано для, скажем так, устранения болевого эффекта, связанного с суставами, растяжениями, вывихами, вот это вот из этой серии. И мы искали, где вот такое натуральное, что взять такое натуральное, без опять применения химических реагентов, и что действительно бы действовало. И вот мы как раз-то создали такой оно уже на основе спирта, правильно? Ну, там есть некоторые присутствия. Как настойка уже. Да, оно уже это как лосьон-спрей, там есть присутствие. Только, опять же, это делается для того, чтобы больше экстрагировать веществ полезных. Это только вот для суставов, для спинки, если болит, там, для коленочек, для ножек. Это уже не наносится на лицо. Ну, я скажу так, что, конечно, мы рекомендуем для вот каких-то устранения болезненных эффектов, но у нас люди, они же очень любят экспериментировать, они пошли дальше, предприимчивые, да, и они решили попробовать это применять для, скажем так, нанесения на височки, на голову, на лоб, тогда, когда болит голова. И, как оказалось, обладает очень хорошим эффектом, да. А когда они втирали в себе, там, в голову височки, оказалось, что на этих местах кожа становится шелковой, и у нас есть люди, которые применяют его как лосьон. Можно. Нет, как лосьон для лица, да, как лосьон для лица. Против перхоти это вот как раз вот эта масочка, о которой мы сегодня еще не совсем, не скажем дошли, так, не совсем много, скажем, про нее рассказали, вот это, да. Вот мы как раз-то тоже рекомендуем применять и для нанесения на кожу головы. На лицо, то тоже кожа головы, и вот она обеспечивает как раз такой активный рост волос. И если есть вот перхоть, то это как раз-то есть некий грибок, который вызывает эту перхоть, и гуминовые вещества, они способны бороться, как я уже говорила, с различными заболеваниями, бактериями, грибами, вирусами, с патогенной микрофлорой, и, конечно, очень активно воздействует. То есть у нас тоже есть там группа лиц, которые очень хорошо применяют и вот решают эту проблему с перхотью очень хорошо. Ксения, смотрите, часто нас не то чтобы как вот мы как сами, когда смотрим какие-то программы, в которых рассказывают про препараты, мы что сидим и думаем, ну конечно, они хорошо расписывают это все. Это понятно, что мы сами должны это пробовать, и мы пробуем. Но я хотела бы еще спросить такой вопрос. Когда наступает хоть какой-то вот видимый, ощущаемый эффект после... Это гомеопатия или все-таки это уже, это видно, это сразу, там, неделя прошла, ты по-другому себя чувствуешь? Да, это не гомеопатия, буквально где-то, наверное, на 7-10 день вы уже можете почувствовать при употреблении внутрь, вы можете уже почувствовать действительно эффект и результат. Ну, вот, кстати, вы применяли этот препарат, вот расскажите, как у вас, когда вы почувствовали этот эффект? У вас был такой эффект или, скажем, проявлялся как-то иначе? У меня такой легкий эффект бодрости был, да, по-моему, сразу, честно говоря. Вот, честно говоря, по-моему, сразу. Я не помню, как на первый день, на второй. Вот знаете, точно. почему человек не помнит? Почему? Хорошо и хорошо, да? Вот, видите, вот почему. Вот так устроен, к сожалению, или к радости человек. Ну, помогло. Вот, да? И он забывает, на самом деле, что он применял, что он пил. У нас, на самом деле... Ну, я помню, почему помню, потому что какое-то время с утра пили, с утра как-то вот ты там делаешь что-то, у тебя бодрость, тогда вот бодрость появлялась, какая-то вот ты там как бы просыпаешься, ну просыпаешься не то, что ты там в каком-то шоке просыпаешься, это достаточно такое вот бодрое, ну сам по себе такой, вот ты так решил, я сегодня бодрый, вот такое ощущение. Но прошло время, закончился препарат, и там через 2, может, 3 дня, через что-то как-то по утрам уже как-то так, какая проснулась. За 2-3 дня вы уже накопили, соответственно, что-то, что вы покушали, подышали, поели. Да. Ну, то есть, ну, может быть, там еще какой-то длительный должен быть эффект, там, не знаю, месяц, может, там всего недельку, да, наверное, вот, обычно, неделю-две максимум поупотреблять. Вот обычно это курс составляет месяц. Вот, поэтому вот я могу по себе это сказать. И у меня там уже чуть-чуть осталось, я взяла, полила цветы, вот думаю, ну ладно, я ж могу себе надумать, что выпила концентрат, взбодрилась. Да. А надо же это самое, надо проверить на лимоне. На лимон стал оживать, скажем так, он у нас так чуть-чуть подзагнулся. Это легко сказать, мы его пообрезали и полили.
Вот, и он начал оживать, начали росточки новые расти, и листочки такие тверденькие более не становятся, они покрываются природным воском, у них площадь увеличивается. Плотненькие стали. Они вообще меняются. У нас на самом деле тоже стоит лимон, который мы действительно не опыта совершаем, но тем не менее удабривали его. Так вот, нижняя полка, которая, допустим, растений, которые мы приобрели в магазине, представляете, она отличается действительно по размеру, качеству и по форме тех листьев, которые появились уже после. И вот, может, в следующую передачу принесу фотографии, может быть, сам лимон принесу и покажу, потому что это действительно уникально. То есть ты смотришь на одно растение, на котором находятся два разных вида листьев, два разных плода по качеству, по строению. То есть вот это, конечно, просто уникально. Вот мы в прошлый раз как раз так говорили о действии агропрепарата, и о том, что это действительно тоже новый уникальный продукт. Вот в сердца людей и зрителей хочется донести эту информацию о том, что действительно Вы, Ксения, пообещайте нашим телезрителям, что вы займетесь все-таки группой ВКонтакте, потому что мы уже отвечаем на вопросы за вас, а вы уже должны сами, как специалисты, отвечать, потому что есть люди, которые, это не только женщины, это есть и мужчины, которые заинтересовались не только косметикой, но и вот, кстати, и агропрепаратами. И коли вы вот это делаете для людей, вы должны быть и доступны для них. А вот у нас всех есть интернет, есть такая огромная соцсеть, как ВКонтакте. Там вот, допустим, нужно сделать там, не знаю, группу, где люди сами могут вам задать вопросы, сами делиться своими мнениями. Я скажу, что мы уже сформировали группу отдельную, которая будет заниматься именно этими задачами. Отлично, замечательно. Где вы можете набрать там фирма Кавита и зайти и посмотреть. Вернемся к нашим гуминовым кислотам и давайте, наверное, еще расскажем все-таки про эту масочку, потому что, ну вот мы рассказали только, что она вытягивает что-то еще. Как ее еще можно применять, кроме как вот смотрите, при различных ушибах, как я тоже говорила, да, то есть и при различных суставных болях, там, при различных артритах, артрозах и так далее, тоже наблюдается такой эффект на практике, вот как раз то, о чем мы сегодня говорили, да, когда вот люди применяют это на суставы, то есть наносят просто саму масочку на суставы, да, и, соответственно... надо не заматывать. Нет, через какое-то время воздействия, буквально 20-30 минут, во-первых, оно сразу действительно купирует боли, такой ярко выраженный эффект. И после этого, конечно, вот рекомендуем наносить тоже камби, который обладает таким опухолевым, обезболивающим эффектом, противоотечным прежде всего. Это вот противоотечный? Да, и противоотечный. И вот и гумомасочка на гуминовых кислотах, и камби это таким обезболивающим, противоотечным эффектом. А вот вы сейчас прям такое волшебное слово сказали, противоотечный. Так же, как у меня вот в почке не совсем в порядке, я склонна к тому, что я отекаю, да, вот. И, допустим, что бы вы мне порекомендовали и наверх, так сказать, и внутрь, чтобы эти отеки у меня становились Я бы, конечно, вас прежде всего пригласила к нам в гости, чтобы вы проконсультировались по всем вопросам с нашими специалистами, потому что вот более так расширенное исследование, оно, конечно, необходимо его произвести для того, чтобы понять уже откуда, что является, опять же, источником, что является стартом, что формирует это. Конечно, это буду рекомендовать употреблять биоконцентрат внутрь, конечно. И в комплексном лечении, я все-таки надеюсь, что к нам заедете в гости как-нибудь при вашем графике, я все прекрасно понимаю. Это так же, когда не хватает времени сделать группу ВКонтакте, я прекрасно понимаю, что вы очень заняты, но тем не менее, я все-таки надеюсь, что вы приедете к нам, и мы вам лично дадим те рекомендации, которые необходимы для того, чтобы там применить. Но, конечно, применять биоконцентрат. Вот, потому как то, что я сегодня рассказывала про ванны, употребление ванн, оно тоже очень хорошо способствует как раз-то тому, чтобы уходили эти отеки. Лишняя влага. Да, лишняя влага, лишняя вода, она в любом случае, конечно, при употреблении, при использовании, при принятии этих ванн, оно, конечно, уходит. То есть вот я сама применяю эти ванны, и вот я знаю, что когда уже просто сил нет, и вот надо за короткий период времени привести себя в чувство, это вот буквально там 20-30 минут, я, конечно, если позволяю иногда побольше по часу там полежать, то вот прям действительно себя приводишь в чувство очень быстро, это на самом деле. Поэтому я бы, конечно, комплексно просто расписали мы вам какие-то пожелания, применять ванны, пользоваться масочками и употреблять внутрь биоконцентрат. Поэтому ждем вас. Мне же стыдно стало, надо же обещать тебе, что приеду.
Я очень постараюсь доехать до вас, обязательно постараюсь доехать до вас. И еще я хотела, чтобы мы поговорили все-таки с вами, немножечко рассказали вы о самом первом препарате, который вы сделали, это удобрение. Сейчас вот, да, у нас будут хозяюшки, те, кто... Я знаю, там они в зиму что-то сажают, какую-то рассаду. Это вот употребляется и на улице для, так сказать, открытого грунта. Для открытого грунта, а для таких вот... Для тепличных хозяйств. Тепличных хозяйств, а для растений комнатных употребляется это? Да, конечно. Тоже? Конечно, конечно. Вот мы, кстати, для хозяйщик сделали вот такие маленькие, да. Насколько их хватает? 100-граммовые. Вот разведение вот этой 100-граммовой бутылочки на 10 литров воды предполагается. То есть получается очень экономно. И там достаточно буквально нескольких капелек для того, чтобы посмотреть и увидеть результат вот дома, в домашних условиях, в горшочке для цветов. То, что вы снимаете стресс у цветов, однозначно, потому что они в любом случае чувствуют, допустим, сейчас смену периода, да, то есть у них в любом случае включены свои механизмы, какие бы они ни были, в каких бы комнатных условиях они ни находились, они все равно это чувствуют, поэтому справиться с ним необходимо. Более того, вот для дальнейшего цветения это, конечно, будет очень хорошей базой. Это, во-первых, это, конечно, улучшит свойства непосредственно самой почвы, где находится сам цветочек. И плюс, соответственно, вот это вот гуминовые фолиевые кислоты, комплекс, который в нем находится, он, конечно, даст такой непосредственный такой толчок к расцветанию, к сформированию новых завязей уже на качественно другом уровне. Поэтому, конечно, здесь его необходимо применять, мне кажется, в любое время. Вот, и, конечно, сейчас можно использовать тоже. Хорошо. Ксения, давайте подведем тогда сейчас некий такой итог, потому что у нас с вами сегодня такая больше, знаете, не развлекательная, а образовательная программа получилась. Но об этом нужно было сказать доступным языком для наших телезрителей, что такое, потому что мы в таком восторге, в прошлую программу в таком восторге налетели на всю продукцию, которая была выставлена, что, да, что мы конкретно на чем-то, и вот на свойствах, на концентратах, из чего они сделаны, для чего они сделаны, какая основа, и т.д. Мы так вот прям как корова языком слезала, и это с языка не слетело как следует, да, и сегодня мы посвятили программу больше этому. Итак, гуминовые кислоты – это те кислоты, которые необходимы нам, человеку. Просто необходимы. Да. Мы можем их получать в виде концентрата, биоконцентрата, который можно пить по утрам. Можно ли его пить 2 раза в день, 3 раза в день? Ну, конечно, есть определенные значения, там и 2, и 3 раза, в зависимости от базового состояния, конечно. Но профилактически, конечно, 1-2 раза в день. Да, написано. Есть, естественно, суточная доза, которая необходима для применения внутрь. А можно, допустим, пить, утром пьем биоконцентрат, днем пьем. Да, в течение дня можно употреблять совершенно спокойно все 3 разных, да, абсолютно верно. Они сочетаемы, биоконцентрат лучше пить натощак с утра, там где-то за час до еды. Да, а вот биоэкстракты из коры березы на основании бетулина, то его, конечно, можно просто в течение дня. И таким образом, соответственно, можно просто разбавлять. В зависимости от пищи тоже. Пить да. как водичку. Вы уже специалистом стали. Но она приятнее. Вот березка так мной любимая, она горьковатая такая. Ее вот как лекарство. Налил стаканчик, разбавил 5 миллиграмм. Ну, она очень полезная. Да, она полезная. Меня только это и держит, что она полезна, а так она горьковатая. А вот осинка, она такая интересная, у нее запах интересный, так она даже без вкуса, больше запах, и она приятнее пьется, ее можно приятнее пить. Ну и здесь, соответственно, запах талой воды, это тоже я уже... Ну вот биоэкстракт березы как раз пройдет какое-то количество времени, и вы почувствуете, что вы перестали болеть, что у вас, соответственно, нет там скачков давления возрастных, к которым мы все можем приближаться в зависимости от ситуации. Особенно пониженное, повышенное, да. То есть мы почему-то вдруг забываем, что у нас были какие-то проблемы, мы себя просто хорошо чувствуем. А когда мы себя хорошо чувствуем, мы... Что думать-то о этих болячках, да? Зачем о них думать? Вот я себя хорошо чувствую. Так вот, биоэкстракт коры березы – это как раз то применение, которое способствует тому, что вы в дальнейшем себя чувствуете просто прекрасно. То есть биоконцентрат, он, естественно, это должно быть обязательно базовый. Просто таким образом очищаете организм, даете ему такой, закладываете серьезный старт, а биоэкстракт – это уже вот то, что позволяет нам справляться с трудностями каждого дня. Поэтому вот здесь он просто необходим. Замечательно. Так, и еще бы я хотела напомнить, что у нас еще есть камбит, правильно?
Камби. Да, вот понапишут на английских языках. Но мы на русском писать. Да, на русском мы будем все разрабатывать на русском. Это то, что я тоже, кстати, на себе попробовала, потому что ребенка тягаю на руках, поясница болит. Да. Вот поясничку прошу мужа, чтобы он меня растирал вот этой штучкой. Попробуйте ванночки. В следующий раз расскажите о результатах. Да. Найдите время, пожалуйста. Вот, найдите, пожалуйста. Да, я продолжаю быть подопытным кроликом. Ну, кстати, вот с этой продукцией в одно удовольствие быть подопытным кроликом. Вот. Ничем не рискуешь, а наоборот полезности всякие себе устраиваешь. И про красоту, ладно, про красоту следующая программа. Да, у нас будет следующая передача, я надеюсь, которая будет посвящена полностью красоте. И мы я там развернусь. Да, и мы полностью расскажем уже просто о наших кремах и всех наших комплексных процедурах. Поэтому я думаю, что в следующий раз. Обязательно. Я благодарю вас, что вы сегодня к нам пришли, рассказали обо всем. Дорогие друзья, фирму Кавита теперь можно найти будет не только где-то там в интернете, но теперь можно не на понятных сайтах, но теперь можно найти будет ее и в такой соцсети, как ВКонтакте. И задавать вопросы вы можете уже непосредственно людям, которые будут специалистам, которые будут отвечать на ваши вопросы. Поэтому дело движется. Да? Да, forever наша русская. Благодаря вам. Да. Нет, ну это не благодаря мне понравилось. Я узнала о вас как раз-таки вот через этот концентрат. Да, мне предложили вот его попробовать на себе, и я попробовала и была в восторге, что такое создали. И потом нас через какое-то время только с вами познакомили. Ну вот вы знаете, на самом деле вот нас обвиняют в том, что нас сложно найти, допустим, в правильно интернете. Вас обвиняют, правильно. Да, но мы вот на самом деле поставили себе такую надо ближе к народу быть. Задачу, что если продукт хороший, то он сам себе дорожку найдет. Поэтому мы, конечно, когда начинали, нам очень важно было посмотреть на результаты. На самом деле, нас, мне кажется, уже все знают и без интернета, но, конечно, вот необходимость вынуждает нас в любом случае эту страничку ВКонтакте завести. Обязательно. Поэтому мы завели, вот, но продукт хороший. Ксения, благодарю вас, что пришли сегодня к нам, рассказали об этой продукции и, главное, рассказали о гуминовых кислотах, о которых мы вот не так часто слышим с телеэкрана, из каких-то программ, да, из каких-то программ про здоровье. Желаю вам удачи и жду вас в следующий раз. Спасибо большое за приглашение. Обязательно с косметикой, но это же для женщин. Да, спасибо. Это тоже для женщин. Я согласна с вами. Для нас, она же здоровье. выглядит, видите, она же не так вкусно пахнет, не так аппетитно в баночках выглядит. Мы все это внутри, глазами. Все внутри. Спасибо вам большое. Спасибо. А с вами была программа «Древо жизни» и я ее ведущая Велислава. До новых встреч!